Привет! Что такое 25 золотых правил кифута и действительно ли они помогают пловцу? Возможно, есть более эффективные упражнения. В этом видео отвечу на все вопросы. Меня зовут Михаил Романишин, я персональный тренер и национальный рекордсмен по плаванию. Обучил более 400 людей за всю свою тренерскую карьеру. Проплыл вдоль по самой крупной реке страны. Активно задавай свои вопросы в комментарии и поехали! В детстве я сработал не одну распечатку с такими упражнениями. И помогли ли они мне, был ли от них какой-то эффект, обсудим с вами дальше. Их называют 25 золотых. И первое. Упражнение прыжки. Выполняем на ровных ногах, натягивая носки в полете. Многие выполняют это упражнение неправильно, потому как не доглядели просто картинку. Сейчас своим взглядом проанализирую схему на экране и постараюсь выполнить упражнение так, как думаю я. Второе упражнение. Носки. Непонятно почему носки, на самом деле это склепка, не отрывая ног. Наверное, нужно натянуть хорошенько носки и тянуться к ним, выполняя складочку. Хорошо работает квадрицепс, пресс, и на дожиме в складочке напрягается поясница. Отжимания. Тут без комментариев. Единственное скажу, что локти должны по траектории уходить ближе к телу. Отжимаемся за счет трицепса. Русалочка. Хрен пойми, какое это упражнение, но я почему-то подумал, что на рисунке нарисовано именно так. Есть еще другая трактовка, но она больше похожа на 25-е упражнение, поэтому советую тебе досмотреть. Угол. Многие тренера путают это упражнение с настоящей склепкой. Но на схеме нарисовано именно так, что ноги и руки мы не опускаем. Держим под углом, периодически касаясь руками носков. А пробовал ли ты лично сделать такой комплекс? Напиши в комментарии. Упражнение мачта номер 6. Оказывается, в этом упражнении задействуются мои слабые места, потому что просто поднимая ногу, очень хорошо у меня утомлялась боковая часть бедра и косые мышцы пресса. Будь готов. Непонятно, кто так назвал, какой-то переводчик, но смысл упражнения вы видите на экране. Подключается в работу бедро, косые мышцы пресса. Упражнение 8 велосипед. Выполняем в положении сидя, скручиваемся локтем к разноименному колену, задействуются косые мышцы пресса и квадрицепс. Кузнечик. Проще его называют упор присев, упор лежа. Стараемся не проваливать поясницу, как сказала мне жена. Напрягаются мышцы пресса, квадрицепс, передняя задняя дельта плеча. Упражнение футбол номер 10. Очень сильно задействуется поясница как стабилизатор, ягодица и задняя поверхность бедра. Максимально с натянутым носком тянемся ногой вверх, не опуская таз на пол. Рыбка первая. Этих рыбок в 25 упражнениях аж 2. Первая направлена на поднятие одноименной руки и ноги. Замечательно напрягается тело в области лопатки, поясница, ягодица и задняя поверхность бедра. Ножницы. Упражнение называется «Сотри бедро». Лежа на боку, оторвав ноги от пола, нужно проделывать такое движение кролем. Нужно поиграться с темпом, я так и не осознал, в каком темпе лучше работать, быстро или медленно, и так свой эффект. Кто же такой Кифут? Американец Роберт Кифут, выпускник Гарварда, блистал как тренер в 30-х годах 20 века, главный тренер Ельского университета, тренер по плаванию университетской сборной США. Поговаривают, что он является родоначальником разворота кувырком. Именно под его руководством университетская сборная США впервые проделала этот поворот в заплыве кролем. Как настоящий тренер до глубины души он умер просто на соревнованиях своей команды в 77-летнем возрасте от сердечного приступа. Вот такая нелегкая работа тренером. Уважение нашим тренерам. Ставим лайк, бежим писать быстренько сообщение с благодарностью. Упражнение номер 13 – козлик. Интересное название, но довольно-таки нешуточное выполнение. С опорой руками об землю нужно поднять таз коленями в направлении головы. Задействуется пресс, поясница на дожатии и напряжение в области лопаток. Упражнение кроление. Оторвав ноги от земли, нужно создавать имитацию работы ног в бассейне кролем. Руки помогают в этом. Рыбка 2. Оторвав руки и ноги от пола, скрещиваем их как ножницами. Упражнение номер 16. Велосипед с положения лежа. Непростое упражнение, задействуется хорошо пресс, передняя часть бедра и поясница. Разноименным локтем касаемся разноименного колена.
Наклоны. Мое любимое упражнение в детстве. Упражнение номер 17. С ровной спиной, животом стараемся лечь на бедро ноги, потом другой. Советую еще добавить наклон вперед. Упражнение в мостик. Очень сильно всеми руками топлю за мостик классический, но отжимания в мостике пробовал впервые. На схеме изображено, мне кажется, именно отжимание. Поэтому попробуем. Создается напряжение в области лопаток, задействуется трицепс. Упражнение номер 19. Силовое. Сложнейшее упражнение. Опора руками об землю, лежа на животе, поднимаем высоко ноги. Ягодицы, задняя поверхность бедра и поясница вам в помощь. Упражнение номер 20. Барьер. Подогнув одну ногу к тазу, выполняем наклон другой. Советую также проделывать наклон и к согнутой ноге. Замечательно тянет под коленом, задняя поверхность бедра и поясница. Упражнение нырок. Выполняю впервые. Интересная вариация упражнений на поясницу. Прогнувшись, руки за голову, после этого вытягиваем вперед. Поясница, ягодица напрягаются больше всех. Подъем туловища 22. Не просто выполнять, выполняется в парах. Мой оператор мне помогает. С вытянутыми руками стараемся тянуться туда вверх к солнцу. Выполнять по возможности, не до отказа, до легкого локального утомления. Повороты туловища. После подъема туловища советую выполнить упражнение номер 24 на пресс, потому как после подъема туловища с ровными руками у нас сильно ухлопалась поясница. Тоже выполняем до легкого локального утомления. Помогает партнер. Скручиваемся. Разноименный локоть тянется к ноге. Повороты туловища лежа на животе, на поясницу. После всего комплекса проделанного просто гибкость поясницы уже не позволяет хорошенько повернуться. Делаем до легкого локального утомления. И перед последним упражнением хочу отметить. Упражнения советую делать новичкам и детям. Замечательно помогают формированию координации движений и общее владение телом. В основном направлены на мышцы кора и бедра. Развивающего характера и не предвидится. Профессиональным пловцам подойдет как хорошая разминка перед основной тренировкой. Пропотеть можно точно. Только потому, что ты подписался на мой канал, я сниму обязательно еще 4 упражнения кифута для кроля, спины, дельфина и браса. Упражнение номер 25. Встань. Если честно, так и не осознал, как его правильно выполнять. Если делать по схеме, которую вы видите на экране, у меня даже лечь правильно не получается. Может быть, недостаточно развиты мышцы кора. Встать без помощи рук я точно не могу. И я предлагаю вот такую вариацию выполнения для начинающих. Если у кого получилось сделать точно так, как на картинке, пожалуйста, напиши мне в директ. Я обязательно сделаю на тебя ссылочку. И нельзя скрывать такой талант. Какие у тебя остались вопросы, обязательно напиши. Если ты выполнил хотя бы 13 упражнений из 25, обязательно поставь в комментарии плюсик, я в тебя верю. Разбор самых популярных упражнений для пловцов от твоего самого заботливого тренера Миши Романишина. Обнял.